Байраю, Ириштон Фашиват, Ириштон Алонадом. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня прекрасная погода, и мы приготовим астинское блюдо под названием зыкка, а также астинское блюдо под названием кадур. Зыкка имеет глубокие корни, очень серьезные. При рождении мальчика в астинской семье в древности, да и сейчас по нынешнее время, делали ему пиршество, астинский куфт. И когда молились над маленьким, его приносили в чаше зыкка и окунали его ногу, пяточку в это блюдо. Это делалось для того, чтобы у него вся жизнь была, как по-русски сказать, благополучная, обильная и, ну так скажем, не бедная. Так, для этого нам всего понадобится, вот здесь у меня два вида сметаны. Одна максимальной жирности и другая на степень поменьше. У нас казан чугунный, он уже нагрелся. Сейчас мы эту сметану опускаем в казан и будем ее кипятить. Сейчас сами увидите, до какой кондиции оно будет доходить, эта сметана. И постоянно ее надо помешивать. Постоянно помешивать. Сметаны у меня 2 килограмма. Ложка для помешивания обязательно должна быть деревянная. Казан чугунный. В старину, когда готовили это блюдо, его нужно готовить в полной тишине, не разговаривая. Но так как мы хотим с вами поделиться этим рецептом, мы его должны озвучивать. Для кадура мы взяли сушеное мясо, это говядина, ребрышки, видите. Сейчас мы ее нарежем. Фасоль мы предварительно замочили. Сливаем с нее воду. В этой емкости помещается 7 литров воды. Здесь у нас около 200 кг фасоли. Засыпаем ее сюда. Высыпали фасоль и заполняем водой. Смотрите, друзья, мы заполнили водой, ну вот до отсюда вот. Отсюда. Покажите, пожалуйста. Оператор. Вот. Мы его готовим в глиняной посуде, вот его крышка. Закладываем в духовку. Пока не солим, ничего не делаем. Закрываем, и пусть там варится фасоль. Значит, сметана у нас закипела. Видите, она сверху чуть-чуть выделяет такую желтизну. Это масло с нее выделяется. Так, вот когда сметана закипает, вот смотрите, здесь у нас молодой сыр. Мы берем, ну, где-то половину его. Ну, не где-то, а точно половину. Отрезаем.
сыр руками мы превращаем в однородную массу. То есть можно терку использовать, кому как удобнее. Мне удобнее руками. Ну вот, смотрите, сыр размяли. Вот такой получился. Видите? Вот, теперь этот сыр мы плавно в кипящую сметану добавляем. Вот. С того момента, как сыр добавили, берем нашу ложечку и постоянно его помешиваем до, так скажем, 90% готовности. ЗК получается вкуснее, если около него танцевать. Вот сметана и сыр начали выделять масло. Сейчас мы сюда добавляем кукурузную муку и помешиваем до готовности, чтобы не было комочков. Можно сыпать на глаз, я его сыплю через сито, эту муку, при этом постоянно помешиваю. Что это вы здесь делаете? Хатур варим, Абишка. Нам прошло около 2 часов, как мы заложили нашу фасоль. Сейчас достанем, посмотрим ее. Покажи, Альбин. Кипит. Сейчас проверим фасоль на готовность. До полуготовности она дошла. Этого как раз мы и ждали. Теперь мы сюда погружаем мясо. Так, мясо закинули. Теперь специи. Мясо соленое, мы чуть-чуть присолим, вот так. А потом попробуем, когда мясо будет готово на соль, если надо, добавим лавровый лист, черный молотый перец, красный молотый перец, джетчин, чабрец, чесночок и лучок. Чеснок, лук, одну луковицу нашинковали мелко, отправляем ее в нашу посуду, в наше блюдо. Ну и соответственно для пикантности затем накрываем крышечкой
И убираем обратно в духовку еще на час. Пока у нас блюдо готовится, из сезонных овощей самое оптимальное на сегодня вот черная редька. Я решил сделать салат из нее. Тоже старым дедовским способом. Сейчас я ее очищу, потом на терочке натру. Добавим соли, черного перца и сметанки. Сейчас все увидите. На крупной терке нарезаем редьку, натираем редьку. Подсмотрим за нашим подуром. Что здесь происходит? Так. Попробуем на соль. Все идет хорошо, мы немного подсолили, буквально 1 чайную ложечку соли добавили, обратно закладываем. Мясо чуть жестковато еще, оно еще не дошло до кондиции. И еще где-то минут 40 мы его отправляем опять в духовку. 2 черные редьки натерли на крупной терке. Его можно заправить, этот салат из черной редьки, можно его заправить растительным маслом. Но я его заправляю сметаной. Мне так вкуснее. А так выбор за вами, как хотите. Сметаны, 2 столовые ложки. Соль. И черный перец. Пожалуйста. Вот столько. И тщательно все перемешиваем. Наше блюдо буквально на подходе. Сейчас начистим чесночка. Нашинкуем его. И обязательно туда приправа, это зелень, называется кинза. Вот. Кинза. Для ходура самое то. Слушай, такой аромат от нее идет вкусный. Вынимаем. Уф. Так. Это вынимаем. Это ставим буквально на 5 минут. Ну что, достали, готово наше блюдо. Сейчас мы его приправим зеленью, чесноком. Покажите, пожалуйста, людям, что у нас получилось. Значит, сначала мы мелко нашинковали чесночок. Сюда его. Дальше кинзой добавляем дело сюда. Чуть распределим зелень с чесноком. Ну и, как говорится, вынимаем. Попробуем, да? Так. Это мясо. Копчено-сушеное. Так. Ну и, соответственно,
попробуем, что у нас получилось с жидкостью. По сути, мы сегодня приготовили 3 блюда. 3 остинских блюда. Это кадур, то есть, ну, чтобы было понятно, это сушеное мясо копченое сушеное мясо с фасолью, со специями сварено. Зыкка. Посмотрите, пожалуйста. И для свежести черная редька на терке со сметаной и со специями. Сейчас мы это все дело попробуем. Для этого мы подогреваем себе, не подогреваем, а освежаем лаваш. Сюда положим. Друзья, мы вам показали 3 блюда остинских. Они несложные. Если вы видели процесс, то несложно. Во-первых, это очень вкусно, очень питательно и очень полезно. Вот это блюдо, допустим, с утра, если вот раньше, когда путники уходили, они говорили как своим хозяйкам: дайте мне, чтобы нести было не тяжело, а также было вкусно. Вот это нести не тяжело, это очень вкусно, но еще и питательно, очень-очень сильно калорийно и полезно. То есть его с утра один бутерброд ребенку в школу, и он до вечера за еду не вспомнит. Точно так же жидкое блюдо, ну сами видите, здесь мясо, здесь фасоль, здесь как бы и белок и животного происхождения, и растительного. Очень вкусно, очень полезно. В бокале у меня остинское пиво, а оно не хмельное, это ну что-то типа кваса русского. Поэтому я вам хочу пожелать здоровья, счастья, благополучия вашим семьям. Чтобы дети росли здоровыми, чтобы никакая пандемия, никакая беда ваших домов никогда не коснулась. Будьте счастливы, будьте здоровы. Всегда рад видеть вас за нашим столом. Всех благ вам. До новых встреч, мои дорогие. Всего доброго. Ирон Адам, Забахут, Сауай Фазахштут, Фарма Мундима Саргакану, Осарабом Бира. Ох, Саута Абудахисан. Очень вкусно. А вот это надо кушать вот таким образом.